Всем привет. Просто не верится, что мне удалось раздобыть. Представляете, эта фигурка «Очень странные дела» из Макдональдса. Офигеть. Прямо сейчас в испанском Макдональдсе проходит вот такая коллаборация, так что просто офигеть. Давайте сначала рассмотрим упаковочку. Она вот в виде такого аркадного автомата с игрой, и чтобы продлить удовольствие немного. Имеется в виду битва Элевен и Демогоргона. И причем все в таком пиксельном 8-битном стиле. Сбоку тут вот такие иллюстрации. Тут уже вот нарисовано, как фигурки выглядят. То есть тут фигурки такие сидящие. Тут прикреплю картинку, как выглядит вся коллекция. Вы, наверное, видели в записях у меня на ютубе. Кстати, заходите периодически туда, я там пощу всякие анонсы интересные тоже. Вот тут получается прямо как будто бок аркадного автомата. Получается тут и Демогоргон, и вот Элевен. Она тут такая с хвостиком. Посмотрите, это вот другая сторона, другая обложка. Тут вот все персонажи, очень здорово. Видите, вот тут кнопочка есть, пресс старт как будто. Персонажи тут получается вот только Элевен, друзья и вот Демогоргон. Вот Макса еще тут нет, получается. И тут вот все друзья вместе. Видите, они тоже сидят. В общем, очень клево. Сверху такой яркий логотип. Ну что, давайте торжественно открывать. Если вы смотрели мое предыдущее видео с киндерами «Очень странные дела», вы знаете, какого персонажа я выбрала. Ну, давайте смотреть. И посмотрите. Офигеть. Блин. Он прям жутковатый какой-то, как будто. Блин, ничего себе. Смотрите, как клево у него трясется голова. Блин, какой офигенный. Ну, это прям, знаете, в машину можно. Блин, как клево. Давайте рассмотрим. Они вот так сидят. Видите, тут можно так нажать. Они вот так сидят. Такие очень в милом стиле сделаны. Офигеть. Тут есть такие небольшие детальки. Такая небольшая текстура добавлена немного. В общем, вот такая фигурка не маленькая на самом деле. О, я прям не знаю, она как будто жутковатая немного. Вроде и милая, но вот как будто... Ой, жуть. Смотрите, какие-то зубья сделаны. Очень прикольно. Я на секунду, когда открывала, подумала, что вот здесь вот центр прямо настоящая дырка будет. Жуть. Смотрите, такие забавные ножки. И посмотрите, такая милота, такие лапки тут. В общем, офигеть, какой он клевый. Блин. Что тут есть подставка? То есть он может вот так стоять. Очень клевый. Блин, конечно, офигенные коллаборации с Макдональдсом происходят, просто офигеть. У меня есть несколько видео на канале, тоже заходите посмотреть. Этим летом у нас во «Вкусной точке» тоже была какой-то безумно клевый коллаб с Hello Kitty. Тоже есть несколько видео клевых. Офигенный и забавно, что он такой интерактивный. Хотелось бы всю коллекцию собрать, и это вполне реально на Авито даже, но она просто стоит каких-то сумасшедших денег. Какого бы персонажа вы себе еще хотели? Мне очень нравится, что вот они сделали Демогоргона. Наверное, клево бы Элевен было бы ему, знаете, в коллекцию. Ну, вообще, конечно, всех было бы клево забрать. Давайте еще сравним немного няшные фигурки. Фигурки Фанка, я считаю, тоже они довольно милые. А в прошлом видео с киндерами мне попался вот такой Демогоргон. Это, то есть, не прямо фигурка, а доп. Но я все равно считаю это фигуркой. Потому что она, посмотрите, довольно клевая прямо. И в итоге я все-таки раздобыла себе полноразмерную фигурку. Не в киндере, а вот просто открытую. Давайте ее тоже рассмотрим. Она вот такая не супер детальная, но вот прямо сделана похоже. Вот здесь только немного больше размером. Мне нравится, что оно здесь объемное. Тут вот прям, посмотрите, действительно как будто дырка. Ну, не как будто, а действительно дырка. Такой жутковатый немного, конечно. И тут он в полный рост. Забавно, что вот здесь вот нарисованы более няшные зубья, но вот они создают почему-то какое-то более жуткое ощущение. Вот прям даже не знаю. Ну, вообще он, конечно, супер няшный. Похоже прям на цветочек, знаете. Я для прошлого видео специально нарисовала оформление, прям не сдержалась. Мне очень нравится этот персонаж. Так что давайте сравним все три вариации. Вот. Фигурки и мой няшный Демогоргон. Фигурка очень прикольная, и мне вот нравится, что она двигается, действительно. А представляете, если его в машину поставить, как было бы клево? Или всю коллекцию поставить в машину? Очень прикольно было бы. Секунда о моих иллюстрациях в моих видео. Напоминаю, что я рисую вот такие клевые открыточки, которые можно купить на Озоне с быстрой доставкой. Вот, например, в тему 80-х недавно я нарисовала вот такую клевую открыточку-кассету, которую можно подписать как хочется и возлюбленным, и на день рождения. И вот на Новый год я делала клевый вариант. В вороте Б, то есть на другой стороне, она вот такая пустая тоже для записей различных. Еще буквально на этой неделе вышла новинка. Посмотрите, я нарисовала вот такую детальную, очень клевую открытку на день рождения.
Она вдохновлена, знаете, романтикой панелек, романтикой многоэтажек, в общем, нашими районами, в которых мы живем. Я постаралась добавить максимально много интересных деталей. Например, посмотрите, тут есть вот такие забавные надписи про котика. Вот такой мемасик с Шибой. Голубь, который поселился у вас на балконе. У кого-то там свидание, кто-то читает много книг. И посмотрите, вот такой изящный лебедь из покрышек. Ну и само поздравление нарисовано на асфальте. В общем, эта новинка уже есть в магазинчике, так что заходите. Ну и в магазине вы всегда найдете открытки для возлюбленных, вот такие милые, например, или вот такие более забавные, вдохновленные мемасиками с котиками. В итоге, пока я искала фигурки демогоргонов в различных вариациях, решила немного посмотреть, как разрабатывали самого персонажа, потому что персонаж прям очень клевый. Мне очень нравится вот его дизайн, знаете. Я когда первый раз увидела, я помню, вот мне показалась его форма, конечно, очень необычной, очень такой эффектно выглядящий персонаж. И, честно говоря, я была очень удивлена, что нет какого-то артбука по очень странным делам, знаете, со скетчами и разработкой. В итоге нашла просто буквально несколько изображений и буквально только пару видео, из которых вот сделала скриншоты. Я прикреплю здесь вот их дальше. Но вот, к сожалению, каких-то долгих разработок, знаете, вариаций скетчей, вариаций персонажей вот нет. Прям вот жалко. Очень хотелось посмотреть, как вот шла идея, знаете. Если так по опыту, то если так мало скетчей сохраняется, то, скорее всего, разработка шла очень быстро, и первые же варианты приняли. То есть первые же варианты понравились, и то есть дальше уже шла разработка буквально каких-то деталей. Вот, посмотрите, какой клевый. Но все равно было интересно посмотреть несколько, знаете, концепт-артов. Прикольный комикс, но это не самая моя любимая стилистика в комиксах. Честно говоря, нравится такое более няшное и забавное, как вот Adventure Time. Adventure Time комиксы я просто обожаю. Они безумно клево нарисованы. И они не повторяют мультики, идут как дополнение. Кстати, этот комикс тоже, он дополняет историю. Мне очень понравилась эта идея. Тут рассказывается, что делал Уилл в «Изнанке», знаете, пока мы смотрели первый сезон, а его не показывали. В общем, довольно клевый комикс. Если вы хотите заценить, вот он так называется. Кстати, я посмотрела первую часть «Очень странных дел», и без спойлеров, но мне безумно понравилось, как она закончилась. На самом деле, когда смотрела, показалось очень неожиданно. Но если так подумать, это развитие событий кажется просто максимально логичным. А как вам? Мне эта упаковка напомнила мой крохотный аркадный автомат, который у меня стоит. Честно говоря, он меня жутко раздражает, потому что я не могу настолько быстро играть. Он очень клевый, управляется прямо, смотрите, вот такой штучкой. Давайте попробуем немножко. Вот им довольно сложно управлять. Блин, ну что такое? Можно привыкнуть, конечно, но это довольно сложно. Я вот не очень люблю настолько нервные игры. Вот Hogwarts Legacy мне максимально хорошо подходит. Все. Боюсь, что у меня не получится, блин. Так. Давай! Ура! Нет, дальше я не готова, честно говоря, играть. Довольно прикольно. Он очень маленький. Посмотрите, вот прям на стол помещается. Прикольный. Обожаю смотреть такие необычные и няшные фигурки. В основном по Гарри Поттеру, наверное, но и не только. Так что подписывайтесь, в плане очень много интересного. И периодически будут возникать вот такие совершенно внеплановые видео. У меня на канале еще есть несколько коллабораций с Макдональдсом, так что посмотрите тоже эти видосики. И скоро увидимся в новых видосиках.